Сливочное масло комнатной температуры смешиваю с сахаром. Добавляю какао и перемешиваю. Добавляю сразу всю муку. Тесто получается очень мягкое и немного липкое. Раскатываю тонко между двух листов пергамента. С помощью рюмки вырезаю окружности. Убираю в морозилку. Сейчас светлое тесто. Сливочное масло, сахар и соль, мука, вода. Хорошо перемешиваю и далее нагреваю на небольшом огне. Примерно за 3-4 минуты тесто заварится и будет выглядеть вот так. После того, как тесто соберется в комок, перемешиваю еще 2 минуты на малом огне. Заваренное тесто охлаждаю до комнатной температуры и перемешиваю миксером. Для обычного миксера используйте насадки в виде крюков. Яйца перемешиваю и постепенно добавляю в тесто. Консистенция готового теста должна быть как у густой сметаны. Перемещаю тесто в кондитерский мешок. Диаметр насадки 1 см. Поверх будущих пирожных помещаю замерзшее шоколадное тесто. Выпекаю при температуре 190 градусов 15 минут. Затем понижаю температуру до 170 градусов и продолжаю выпекать еще 20 минут. Делаю крем из творога, сливок и сгущенного молока. Друзья, посмотрите, какие замечательные пирожные. Они просто потрясающие, такие большие, воздушные, внутри у них очень много места, и я все это место заполнила очень вкусным кремом творожным с взбитыми сливками и добавила немного сгущенки. Крем, конечно, можно использовать абсолютно любой, какой вам больше нравится. В этом пирожном мне еще очень нравится шоколадная шапочка. Это очень необычно, и его очень украшает. Она вот так вот растрескивается в духовке, и получается очень красивый такой шоколадный узор
узор на верхушке. По-моему, выглядит очень здорово и привлекательно. Вот сколько у меня крема внутри, потрясающе, просто он весь заполнен кремом, внутри получается огромное пространство вот это воздушное. И, как я уже сказала, крем любой на ваше усмотрение. Попробую, как получилось у меня. Друзья, пирожное потрясающе вкусное. Я бы сказала, что это просто феерия вкусов, потому что здесь очень мягкий сладкий крем, воздушное тесто вот это вокруг очень мягенькое, вкусное, но не сладкое, и хрустящий шоколад. Конечно, вот шоколад придает такую изысканность этому пирожному, потому что когда я ела эклеры, я никогда не встречала вот именно хрустящие корочки, шоколадные у них, все обычно поливают просто жидким шоколадом, а здесь он такой запеченный. Это что-то необычное, удивительное. И, по-моему, выглядит тоже очень так заманчиво, привлекательно и необычно. Посмотрите, вроде бы грибочки и вроде бы что-то, непонятное. В общем, очень рекомендую вам попробовать. Классно получается вот именно с этой шоколадной верхушкой. Обычно на праздники мы всегда привыкли готовить торт, но, по-моему, такое пирожное выглядит очень интересно и уж точно запомнится каждому вашему гостю. Времени на него вы потратите намного меньше, чем если на ночь оставите пропитывать торт, и удовольствия получите уж точно больше. Я очень рекомендую вам попробовать. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, любите ли вы заварное тесто и какой крем вы обычно выбираете для заварных пирожных. Мне будет очень интересно почитать.